Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и мы снова с вами находимся в лачуге. Я, как и обещал, пришел сюда с ночевкой. Вот такой баул сегодня тащил. У меня тут лампа, всякие разные принадлежности для того, чтобы навести здесь уют, комфорт и тепло. Есть, конечно, много лишних вещей, но я иногда беру даже лишнее, чтобы делать дополнительную нагрузку. Ну, можно сказать, потренировать себя немного. Надеюсь, я успею сделать сегодня все, что запланировал. На самом деле у меня много разных планов, таких небольших. Снова вокруг кружит ворон, он еще громче сегодня оповещает лес. Совсем неугомонный, он здесь постоянно. Вот сколько бы раз я ни приходил, всегда летает и каркает. Надеюсь, что это ворон, просто на самом деле я могу и тоже ошибаться. Сами вот слышите. Ладно, надеюсь, вам понравится сегодняшнее видео. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Мне кажется, уже и сок березовый должен течь. Так что пойду сейчас поставлю на какую-нибудь березу потолще, постарее. А нет, еще рано. Увы. Хотел, конечно, я сегодня уже сока березового попробовать. Но, видимо, земля еще очень мерзлая, не оттаяла. Ну ладно, до следующего раза. Ну зато поспели лесные орехи. Но есть, конечно же, я их не буду. Тут у нас на днях был такой ураганный ветер. Деревья падали, ветки ломались. Но, знаете, я боялся, что крышу сдует. Но тут прям очень все плотненько лежит. Я прям удивлен на самом деле. Видимо, дождем прибило, и он все прям так утрамбовался. Крыша на самом деле вообще классная, но посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, пора утеплять потолок в лачуге, и я буду это делать с помощью вот этого материала. Но немножко потом его скрою, по крайней мере попытаюсь. Ну, в любом случае, мне сейчас его нужно степлером приделать к потолку, и потом уже решим, что буду делать. Ну вот как-то так это будет выглядеть. Я думаю, что это значительно теплее, чем просто крыша деревянная. Но хочется это все скрыть, чтобы тоже был естественный вид. И, возможно, попробую заколотить прямо поверху доской. Сейчас я пойду пилить доски.
Попробую, по крайней мере. Но уже увидим, что из этого выйдет. Заделываю тут некоторые щели. Сейчас пока солнце светит, мне прям видно, что откуда лучи идут. Каждую вот мельчайшую, можно сказать, щель в этом помещении. Сейчас все видно. И такие самые основные устраню, особенно вот по верхам. Ну что ж, ладно, буду пробовать все-таки пилить доски. Хочется мне скрыть эту крышу, этот потолок в лачуге, чтобы он был светлее, ну и интереснее. Но если у меня не получится, я, конечно, заброшу это дело. Много раз я уже пробовал пилить доски, но это не так-то легко, как кажется. Так, ладно, пойду выберу какое-нибудь толстое дерево и попробую его пилить. Ну, для начала, я думаю, можно вот пильнуть вот это потоньше дерево, посмотреть, как пойдет дело, потому что, на самом деле, не уверен я, что получится пилить нормально, адекватно. Ну, в общем, начну с этого, а дальше увидим. Сделал вот такие доски. Они, я вам скажу, прекрасные, ровные, такие прям идеальные практически. Но это на самом деле очень большого труда стоит. Я, во-первых, уже оглох почти. Шутка, конечно, нет. Но это очень много бензина тратить. Все-таки снова я понадеялся, что получится пилить нормальные доски, но это просто самоубийство какое-то. Хочу попробовать другой способ. Я думаю, он будет тоже неплохой. А из этих досок я думаю, что сделаю полки, ну или что-нибудь такое. Очередная попытка сделать доски. Вот у меня есть такое полубревно. Сейчас я его попробую расколоть. В принципе, должно получиться сухие, они очень здорово колятся.
Собственно, вот как у меня все изначально запланировано было. Вот такими досками обшить все, и смотрелось бы нормально, то есть обычная крыша. Хотя нет, я вот сейчас их сниму и буду делать вот эту хорошую крышу над собой, то есть над зоной, где обычно снимаю и все такое. Ну, до половины, может, сделаю, не знаю. Посмотрим. Да, вот такая вот чушь получается. Ну ничего, сейчас разберемся. Так, мало я что сегодня успеваю вообще, и решил я отдохнуть. Да, как бы это странно ни звучало, но именно небольшой отдых, разгрузка, с мыслями сейчас соберусь, и это на самом деле поможет наоборот. Ну, потому что я уже по себе знаю, когда не успеваешь, начинаешь суетиться, и от этого еще хуже становится. Так что небольшая прогулка по лесу мне будет все-таки на пользу. Вот, не зря погулял. Смотрите, какой я нашел. Расщепленная береза. Я так понимаю, уже довольно давно. Из нее очень много досок выйдет. Да, они, конечно, не ровные. Она такая даже как лодочка. Идет он туда вдаль. Но мне пойдет. Думаю, надо небольшой прогрев печки сделать. Она там лежала в воде. Всю ночь топить все равно придется.
Земля еще мороженая, я вот поэтому не могу толком натаскать сюда земли. Я тут уже и все кротовые эти кучи собрал в округе, где нашел только. Ну, выворот не особо, знаете, не поддаются, замороженные еще. Да и вообще везде земля мороженая. Я бы даже если лопату сегодня взял, я бы не смог выкопать вообще ничего. Земля тоже такая глинистая вокруг. Но в любом случае мне вот именно небольшой слой нужно было сделать обязательно, потому что когда ночь опускается, мороз и снизу очень сильно дует. Возможно, я еще пленкой все-таки обтяну до конца, просто чтобы вот этот слой был. Но я не думаю, что он особо вид портит, но на самом деле от него эффект есть, уж поверьте. Потому что вот самое проблемное место, это вот верх я устранил сегодня, и низ. Низ, я думаю, тоже весь пройду, ну, то есть пленкой, и будет тепло. Ну, наверное, увидим. Только весь перепачкался. Ну что, в итоге я сделал заваленку просто из мха. Я думаю, эффект тоже будет, и причем неплохой. Земли мне пока не добыть никак. Да на самом деле и мох-то кончается. Я стараюсь так его не все подряд брать, а такими участками. Здесь еще очень много надо. Но может быть даже не буду больше заваливать. Просто на самом деле уже так устал весь день тут. То одно, то другое. Надо немного передохнуть. Хорошо, что сейчас день длинный. Еще вон светло совсем. Но я думаю, я еще что-нибудь сделаю сегодня. Вполне успею. Ничего себе, там треснуло что-то. Слышь, лето. Ну, наверное, это дерево. Нет, это не дерево. Там прям кто-то ходит. Я это четко слышу. Наверное, лось. Опять в той же стороне. Это тоже тот же самый лось. Хочет опять прийти ко мне на ужин. Но я его на самом деле не жду. Даже не знаю, может поближе пойти. На самом деле заснять на камеру какого-нибудь лося огромного — это большой успех, я думаю. Если это, конечно, лось.
Еще немного усовершенствовал окно. Ну, такой более-менее вид лучше. Все, на этом думаю, что хватит. Буду дожидаться уже темноты, потом готовить ужин. Ну а пока что пойду отдыхать. Навел в лачуге порядок, прибрался, разложил все вещи, все по местам. И, кстати, давайте посмотрим температуру. У меня сейчас дверь открыта, правда. Ну, показывает 20 градусов. Ну, это так, сверху. Внизу, конечно же, попрохладнее. Ну, учитывая полностью открытую дверь, я считаю, это хороший результат. Ну что, у меня вот есть вот такая лампа старая. И я хочу ее сейчас зажечь. А перед этим нужно протереть вот эту колбу. Немножко она закоптившаяся. Ничего себе чернота. Так, давайте попробуем прямо тут зажечь. О, отлично загорелось. Здорово, горит. И даже копоти почти нет. Кстати, масло я использовал, которое мне принесли в землянку. Не знаю, кто принес, но огромное спасибо этим людям или одному человеку. Оно отличное, оно вообще не коптит. По крайней мере, пока что кажется так. Пойдемте на улицу посмотрим. Ну и последний штрих на сегодня — это новая полка. Будет она располагаться вот таким образом. Думаю, еще сделаю вторую где-то повыше. Но эта полка у нас будет как бы продление стола. Не знаю, вот там термос поставить, воду. Так, ну вот, крепкая. Как раз вот для всяких мелочей. Ну и можно сюда телефон ложить, заряжаться. Здесь так уютно становится. Думается, да, ерунда всего лишь. Какие-то пару полок, но это прям все меняет, весь вид. Так, ну осталось свечи зажечь. Ну вот, можно и приступать к готовке ужина, наконец-то.
Сижу в ожидании супа. Печку приходится топить как следует, чтобы жар был, чтобы суп кипел. И температура здесь-то прям адская, как в бане. В принципе, я доволен этой лачугой. Она так преобразилась. Я ее как следует утеплил. Вроде так более-менее навел уюта. Так, у меня там суп убегает, кажется. Ну что, все, сырный суп мой готов. Осталось добавить вот фунчозу. 2 минуты и все, можно будет наконец-то покушать. Суп получился отличный. Единственное, что не хватает картошки. Пытаюсь выловить фунчозу. Ладно, я, наверное, буду есть. Не буду больше ничего показывать. Увидимся утром. Может быть, включусь ночью, когда будет холодно. Ну, или может быть, даже холодно не будет. Просплю. Отлично. На улице всего лишь -1, представляете? Ну, на самом деле, спалось-то замечательно. Я не ожидал, что такой результат будет хороший. Ну, может, реально из-за того, что погода была гораздо теплее, чем в прошлый раз. Да и снизу меньше дует теперь вот. Может быть, благодаря заваленке. Может быть, потому что я еще заделал некоторые щели. Особенно вот в потолке. Там под верхом жара была вечером. Градусов 40, наверное. О, так-то лучше. Но если вдруг кому интересно, допустим, за ночь я просыпался 3 раза. Лег где-то в 11, уже к 12 я уже 100% спал. И проснулся я в 2 часа, плюс-минус. По-моему, 2 с чем-то. Ну, было довольно прохладно, я подкинул снова дрова и лег спать. И уже еще раз просыпался тоже вот под утро, где-то, может быть, 4, полпятого. И последний раз в 8. Ну, вообще до 9 я еще потом поспал.
Ну и вот за ночь, по сути, я истратил 5 вот этих поленьев. Ну, я их там расколол на 4 части. Закидываешь в печь, и она там по 2,5 часа она спокойно горит вообще. Да, я чуть-чуть приоткрывал, чтобы жара было побольше. Ну и в целом эта ночь прошла замечательно. Я не ожидал таких хороших результатов. Ну что, на этом все на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставьте комментарий, поставьте лайк, переходите в телеграм-канал. Там я начал чаще публиковать какие-то фото, видео. Также можно там задавать вопросы. До скорых встреч в лесу, а я отправляюсь домой.